Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами пообщаемся на очень интересную тему, о которой вы меня спрашивали уже очень-очень давно, а именно интуитивное питание. Давайте в этом видео вместе разберемся, что такое интуитивное питание, так ли это эффективно, чем интуитивное питание вообще отличается от правильного питания, диета это или нет, и что подразумевает под собой фраза «ешь, что хочешь и будь всегда стройной». Давайте разберемся в этом. Когда я впервые увидела вопрос ко мне, что я думаю о интуитивном питании, вот это словосочетание для меня показалось каким-то несерьезным, что ли, потому что для меня интуитивно питаться и в то же время двигаться к какой-то цели как-то несерьезно звучит. Основателем этого самого интуитивного питания вообще считают доктора Стивена Хоукса, но вообще была какая-то женщина, по-моему, в 70-х годах, которая основала какую-то клинику, где собирались женщины, мужчины и примерно тех же самых принципов и придерживались, то есть придерживались интуитивного питания. В общем, это не суть, кто это все основал, самое главное, что этих принципов по сей день придерживаются люди и достигают своих результатов. Из всей информации, что я изучила по интуитивному питанию, я поняла для себя такую суть, что вы должны построить нормальные отношения с едой. В большинстве случаев набор лишнего веса, переедания, срывы, постоянные упреки себя в том, что вы съели какую-то лишнюю пироженку, связаны именно с тем, что творится у вас в голове. Здесь нужно работать в первую очередь, если вы видите реальную проблему, что вы набираете вес и ничего вам не помогает. Именно поэтому цель интуитивного питания, интуитивного, состоит в том, что вы должны есть тогда, когда вам хочется. Большинство из нас просто не могут распознать это настоящее чувство голода, а едим просто потому, что нам скучно, нам грустно, мы злые, и мы просто хотим съесть этот кусочек торта, потому что он стоит уже неделю и просто зовет вас с холодильника. Очень многие приверженцы интуитивного питания расписывают эту проблему, начиная еще с вашего детства, когда еще в школе, в детском садике нам говорили, что нужно есть определенное время обеда вместе со всеми детками, в школе у вас определенное время на обед, на работе у вас определенное время на обед. То есть с самого детства наш организм запрограммирован на то, чтобы есть еду в определенное время. Не только время приема пищи нам навязано, но и сама еда, какая она должна быть. Конечно же, когда личность не сформирована, ты обязан просто есть то, что тебе дают родители, и не всегда это бывает правильно, не всегда это бывает полезно для детского организма. Вот я сейчас вспоминаю, как даже меня ограничивали в детстве от каких-то сладостей. У меня была какая-то конфетка за то, что я себя хорошо вела, что в принципе в будущем может привести к такому комплексу поощрения, когда мы что-то выполнили хорошее, допустим, мы сделали какую-то контрольную на 5 или там, допустим, пробежали там 5 километров, не знаю, позанимались хорошо в тренажерном зале. И что нужно сделать? Нужно себя поощрить чем-то вкусненьким. Довольно часто такое бывает, согласитесь. Это, мне кажется, даже не самая главная причина. Очаг всех проблем, почему вы привыкли переедать, почему у вас постоянное чувство голода, и вы не можете распознать это чувство голода, состоит в том, что еще с самого детства нас привыкли перекармливать. Мы привыкли постоянно оставлять пустую тарелку после себя. Если у нас что-то стоит в холодильнике, что вот-вот что-то испортится, мы должны это съесть. И если вдруг у нас остался кусочек тортика, но вы как бы уже все, вы уже сыты, и он вам уже никак не лезет, вы все равно его съедите, потому что завтра точно ничего не должно остаться вредного в вашем холодильнике, потому что завтра у вас новая жизнь. Да, это жесткая правда, но она знакома даже мне. И я согласна со всеми этими вещами, с этими причинами, которые идут еще с самого детства. Так в чем же тогда смысл интуитивного питания и почему оно так всем полюбилось? Да потому что слоган интуитивного питания гласит так, что ты можешь есть все, что хочешь, когда ты хочешь, главное, слушай свое тело. Причем, что спортом, ты можешь заниматься спортом, но только если ты хочешь. И как раз вот это словосочетание «ешь, что хочешь» подцепило очень многих людей, и многие приняли это словосочетание буквально и начали есть просто все, что они хотят, слушать свое тело, и иногда заниматься спортом, если они, конечно, этого хотят. Но, изучив подробно все правила интуитивного питания, я поняла, в чем загвоздка. Первое правило интуитивного питания гласит о том, что вы должны отказаться от изнурительных диет и вообще от такого понятия, как диеты. В принципе, если вы смотрите мой канал давно, то вы знаете, что я вообще против всяких диет, и
точно уж никому не советую на них сидеть, потому что все мы знаем, чем это заканчивается. Следующее правило звучит так: вы должны научиться уважать свой голод. Это, в принципе, то, о чем я вам говорила. Вы должны научиться распознавать настоящее чувство голода, а не есть тогда, когда вам скучно, или тогда, когда стоит что-то в холодильнике. Дальше приверженцы интуитивного питания советуют вам перестать контролировать ваше питание, перестать что-то подсчитывать, перестать заморачиваться по поводу белков, жиров и углеводов, а просто есть то, что вам хочется в данный момент. То есть никакого жесткого контроля и постоянных упреков в себя в том, что это вам нельзя. В принципе, я могла бы здесь согласиться, потому что я сама не считаю калорий и вообще считаю все эти подсчеты каким-то мусором в вашей голове. Все гораздо проще и не нужно усложнять себе этим всем жизнь. Но все-таки есть какие-то общие правила, которые работают на наш организм. Мы же с вами все один человеческий организм. Конечно, есть какие-то различия, особенности у каждого человека, но существуют эти важные и несложные к выполнению правила, к примеру, там больше белка к ужину, употреблять меньше жареного, что в принципе действует только положительно на наш организм. Следующее, что вам необходимо, чтобы начать интуитивно питаться, это подружиться с едой. Да, я знаю, что у многих есть проблемы с восприятием еды, и иногда у меня тоже такие мысли проскальзывают в голове. Я смотрю на какую-то шоколадку, судорожно считаю, сколько в ней калорий, белков, что я от нее получу, и потом понимаю, что это будет вредно для меня, и просто кладу ее. Это, конечно, тоже небольшие такие проблемы, тараканчики в нашей голове. Нужно стараться как-то проще к этому относиться, и еда — это всего лишь еда. В следующем правиле написано, что вы должны уважать чувство насыщенности. Вы замечали, когда мы едим, накладываем себе, допустим, еду на тарелку, у нас обед, ужин, неважно, и вы вроде бы едите, смотрите какой-то фильм, и вдруг не замечаете, что вы съели даже больше, чем нужно. То есть вы могли остановиться на полпути, и ваш желудок был бы уже полон, но вы опять же доедаете эту еду просто потому, что вы ее наложили себе на тарелку, не выкидывать же ее в мусорник. Поэтому как раз нам и советуют не отвлекаться на какие-то внешние раздражители и понимать, чувствовать свой организм, свой желудок, в какой момент определенный он становится полным, и мы точно не хотим есть и полностью утолили свой голод. Следующий совет — это найдите фактор своей удовлетворенности. Но старайтесь вашу любимую еду не просто закидывать в ваш организм и потом корить себя за это неделями, а брать кусочки небольшие и наслаждаться этими маленькими кусочками. Многим, в том числе и мне, необходимо научиться уважать свои чувства без еды, потому что, как я сказала, мы часто едим тогда, когда нам скучно, и вообще просто заедаем едой что-то в своей голове, не знаю, в своих эмоциях, то, чего нам не хватает. Мы думаем, что еда нас от чего-то спасет, но по факту это, конечно же, не так. И это на самом деле мне какой-то алкоголизм напоминает, что что-то может решить ваши проблемы. Если у вас сейчас плохое настроение, вам, может, и станет лучше от этой конфеты, которую вы сейчас едите, но опять же это может вернуться бумерангом, и вы можете себя корить только за это. Да, конечно же, нужно научиться уважать свое тело, но тут мне что-то немножечко непонятно, потому что если правила интуитивного питания советуют мне есть то, что я хочу на данный момент, слушать свой организм, а, допустим, мне сейчас захочется упаковки чипсов, как я могу в тело, которое я уважаю, помещать этот мусор? Как это может мне помочь, если я на данный момент хочу этих чипсов? Для меня понятие «уважать свое тело» — это не то, чтобы просто смотреть в зеркало, чтобы тебе нравилось свое отражение. Уважать свое тело — это не засорять свое тело всякой ерундой, а потреблять только полезную пищу, которая сделает твое тело еще здоровее, еще красивее, и не только твою внешнюю оболочку, но и внутреннюю. Дальше нам, конечно же, советуют заниматься спортом, но во всех этих посылах, в разных изречениях, разных вариациях я не увидела четкого посыла о том, что тренировки все-таки это важно. Нам советуют как бы заниматься спортом, просто быть активным человеком, позитивным человеком. Если вам не нравится спортом заниматься, вы можете не заниматься им. То есть как бы серьезного посыла в тренировках я здесь не увидела, что в принципе меня немножечко удивило, потому что если вы хотите какого-то результата, конечно же, тренировки это не самое главное, это около 30, может быть, процентов, но по сути-то и спорт создает эти формы вашего тела, которые вы сможете любить и уважать. И последний пункт нам говорит о здоровье. Тут у меня опять какие-то противоречия, потому что вот сейчас мой организм требовал пачку чипсов, и теперь приходится заменять эти чипсы какими-то орешками, а орешки мой организм сейчас не хочет. Ну что ж, вот они все правила интуитивного питания. Напишите в комментариях, что вы думаете о каждом из пунктов, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Но что касается меня, какой бы вывод из всего этого я сделала, то
Для меня кажется, что интуитивное питание закручено все-таки вокруг психологии, внедриться в вашу голову, в ваши проблемы, которые собраны в вашей голове, никакие правила не смогут. Что-то на вас подействует, что-то не подействует. Но основы питания, как ни крути, но они работают. Интуитивное питание, правильное питание не заявлены как диеты. Эти способы питания заявлены как обычный способ жизни. То есть вы не должны питаться таким образом какой-то промежуток времени. Но если я хочу достигнуть какой-то цели, к примеру, похудеть на 10 килограмм, у меня серьезные проблемы, у меня серьезные проблемы с перееданием, то, прочитав бы все пункты интуитивного питания, все советы, у меня была бы такая каша в голове, я бы не знала, что мне делать. Первое, чтобы я усекла в своей голове, что я должна есть, что я хочу, и слушать свой организм. Но как слушать свой организм, свой желудок девушки, у которой проблемы с лишним весом? Она слушает уж точно не свой организм, а свой желудок, который издает звуки умирающего кита. Не подумайте, что я против интуитивного питания, нет, даже наоборот, мне очень близки эти советы, и действительно психологически все очень правильно расставлено, чтобы вы ни о чем не заморачивались, чтобы вы проще относились к еде. Это на самом деле очень важно, в особенности для подростков. Но этот способ питания больше все-таки подходит для девушек, которые просто хотят себя держать в форме. Для тех, у кого реальные проблемы с лишним весом, для тех, у кого проблемы с восприятием еды, вы не можете себе сказать стоп, вы не можете распознать этот голод. А как его научиться распознать, если у вас желудок растянут? Если вы привыкли есть какое-то определенное количество еды, как его уменьшить? Нужно уменьшать порции. А как их уменьшать? Это все происходит за счет правил правильного питания, многоразовых приемов пищи, небольшим количеством правил, которые существуют и которые работают на вашем организме. Поэтому для вас правильное питание, пусть с какими-то для вас непонятными, немножечко сложными ограничениями, будет лучшим вариантом, чтобы потом, когда вы придете в форму, и перейти, допустим, на интуитивное питание. Я постаралась объединить все свои мысли и выдать вам как-то более-менее понятно, не слишком сумбурно. Надеюсь, у меня это получилось. Возможно, вы что-то поняли из этого видео, с чем-то со мной согласились, может быть и нет, что-то вам помогло, а что-то наоборот вас запутало. Постарайтесь на себя посмотреть со стороны, что вы едите в течение дня, активный ли вы человек или нет, и возможно вы что-то увидите, что необходимо исправить. Я желаю вам удачи в этом непростом деле. Ну а если у вас есть идеи для следующих роликов, о чем бы вы хотели со мной поговорить, какую тему обсудить, обязательно пишите это все в комментариях. Оставляйте лайки идеям, которые вам понравятся, тогда я точно буду знать, что вам интересно и что снимать в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!